Когда мы проработали шею, проработали лопатку, что у нас остается? Мы можем поработать паравертебрально, с паравертебральной зоной. Здесь, в принципе, нюансов особо никаких нет. Те же самые движения фасциальные. Глубже уходим мышечные движения, выглаживающие. Можно с таким наклоном, можно с противоположным наклоном. Так нагрузка будет посильнее. Здесь в целом нюансов особо никаких нет. С помощью сабли это такие движения. Стараемся, чтобы давления на остистые не было никаких. То есть я иду именно четко по мышцам. Можно такие движения добавить. Можно точно так же поработать со стороны головы. Удобно работать таким инструментом с большими спинами, со спортивными спинами. Вес инструмента позволяет просто его придерживать. Уже давление тем самым оказывается на должном уровне, на должной глубине. И выглаживаем ткани. Очень хорошо ощущается при скольжении состояние тканей. То есть может быть небольшой, как песочек там ощущаться. Может быть как крупа. Это все говорит о небольших таких, как фиброзных изменениях. И тем местам мы уделяем побольше внимания. Но опять же, до легкого появления эпителиальных кровоизлияний. Не дальше, не глубже. Чаще всего они именно там и будут появляться. Подходим к поясничной области. Здесь есть один немаловажный момент. Такая коварная мышца, как квадратная мышца спины. Чаще всего боль, нарушение осанки, кривизна таза идет именно из-за этой мышцы. Она находится довольно-таки глубоко, под прямым углом мы на нее воздействовать практически не можем, мало. Поэтому мы уходим немножко как сбоку, подходим к ней. И такими движениями, опять же напоминаю еще раз, сначала мы проработали зону поверхностно, подготовили ее, прогладили, прогрели. И потом уже выпуклой стороной от гребня таза я ухожу в мышцу, в ткани. И таким выглаживающим движением прорабатываю зону квадратной мышцы. Как это делается с помощью другого инструмента. Выпуклой опять же частью. Так, чтобы вам было видно. Вот таким образом. Не сверху, не под прямым углом, а немножко как бы сбоку. Очень медленно, глубоко выглаживаю мышцу. Опять же спрашиваю пациента, как ощущение, терпимо, нет. Если больно, я уменьшаю нагрузку обязательно. Когда пациент жалуется на нарушение осанки, когда у него болит поясница. В целом, когда он ко мне приходит, я, естественно, провожу осмотр. Я смотрю со спины на пациента. Я смотрю разницу расположения тазовых костей. Та сторона, которая выше уходит, там же и плечо будет выше, нижний край лопатки будет выше. То есть, когда я вижу, что вся сторона ушла вверх, с этой стороны я и начинаю работать с квадратной мышцей, выглаживая ее. Очень часто те поясничные боли, на которые пациенты жалуются, они благодаря этой методике уходят.